Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 4 мая, четверг. И должен вам сказать, что за прошедшие сутки с момента вот этого хлопка или удара двумя летающими аппаратами по Кремлю на нас обрушилась целая лавина информации, которая бы присвоил бы гриф особой важности. То есть это информация, которая раскрыла самые сокровенные тайны Кремля, те, которые он так тщательно скрывал и которые он хотел бы сохранить во что бы то ни стало. И то, что сейчас, вот после этих ударов, они буквально выплескиваются наружу, они просто обезоруживают Кремль, Путина в преддверии наступления ВСУ, свидетельствует о том, что ситуация в Кремле все больше напоминает хаос. Путин, Кремль утрачивают контроль над ситуацией, утрачивают управляемость за важнейшими институтами страны, государства, такими как армия и спецслужбы. Но начнем по порядку. Значит, вы помните, что сразу же после того, как произошло эти два хлопка, летающих от аппаратов над Кремлем, сразу же Кремль, не дожидаясь никакого расследования, однозначно объявил, что за всем этим стоит Украина. Никаких доказательств предъявлено не было. Хотя, если исходить из того, что это украинские летательные аппараты, то Кремлю, верховному главнокомандующему, с места уже должны были отрапортовать, когда эти аппараты были обнаружены при пересечении украинской границы, кто их засек, какие команды поступили на пульты слежения и на пульты, значит, нанесения ударов, пульты поражения их. И так должна быть идти вся цепочка, то есть от одного подразделения ПВО к другому. Вот таким образом, скажем, по-моему, это было в 1987 году, когда молодой немец Руст на самолете одномоторном слел на Красной площади. Потом в течение буквально первых же часов, когда об этом стало известно, скандально известно, Горбачев затребовал отчет, и ему был представлен отчет, где была показана вся цепочка движения этого самолета. Проблема была в том, что его засекли. Проблема была в том, что сбивать не могли. На сбитие вот такого самолета, летящего на Невской высоте, советская система ПВО приспособлена к этому не была. Ну а что касается путинской системы ПВО, то она даже не пропортовала. То есть до сих пор, на сегодняшний день, никакого нет доказательства о том, что эти аппараты были засечены до того, как они появились над куполом Сенатского дворца на Красной площади, то есть не Красной площади, а Кремля. Нет никаких свидетельств о том, что они были засечены, что кто-то за ними наблюдал. И таким образом нет, и даже среди, как я понимаю, останков или фрагментов этих летательных аппаратов нет никаких доказательств, что они украинские. Просто ляпнули, просто приняли решение объявить виновной стороной Украину. Ну и закрутилось, как писала Daily Beast, ястребы в окружении Путина и вообще в рашенском обществе, мордорянском обществе, которые до сих пор говорили, что они еще не начинали, что у них еще связаны руки, что вот дадут им карт-бланш, они покажут Кузькину мать, только ждут от Путина решительных указаний. Казалось бы, вот сейчас им дадут такие возможности, можно будет сбросить перчатки и по полной программе ответить врагу на покушение на святое, на Россию, на Путина. Кстати, я разговаривал сегодня целый день со своими контактами в государственных органах Соединенных Штатов Америки, извините, составными сотрудниками спецслужб. И главная мысль, которая сквозила в высказывании, это же такое позорище. То есть с этим позорищем, которое произошло вот сейчас, могло сравниться только позорище Горбачева с самолетом Руста.
Ну, тогда, повторяю, это было тут же расследовано, были найдены виновные, были уволены в отставку десятки людей, начиная там от командующих дивизионами, полками, командующий системой ПВО и даже министр обороны. Я вам напомню из истории случай, к которому я, не то что причастен, в историческом плане был причастен. В начале 70-х служил в советской армии, в системе особого назначения, это ГРУ, электронная разведка. И мы следили за юго-восточным флангом НАТО. Я, в частности, сидел на коммутаторе телефонном американского штаба ВВС в Висбадене. Так вот, за примерно 10 лет до того, казалось бы, большой срок, но у нас это помнили каждый день, каждую ночь вспоминали. Потому что вот эта же часть, где я слушал, по-моему, это было в 1961 году, когда У-2 американский залетел в воздушное пространство Советского Союза на 1 мая, он был сбит, Хрущев поднял крик. Так вот, накануне 1 мая этот самолет сел на авиабазе в Пакистане. На следующий день, 1 числа, этот У-2 с Пауэрсом взлетел, и его должна была отслеживать наша часть. Так вот, отследили, что он сел, но когда он взлетел, проспали. Вот просто тупо микрофончик, который следил вот за этой частотой этой авиабазы, он заснул. Дело было ночью, а я вам должен сказать, что там ходили 6 через 6 на смену, и вот, в общем, так получалось, что спали 3 часа утром, 3 часа ночью, и когда на смена самая ужасная была, это где-то с 2 часов ночи и до 8 утра. Худшее время это где-то 3 ночи, 4, это время дьявола называлось. Так вот, мы даже стояли, стоя, не опираясь ни на что, чтобы не заснуть, и засыпали вот таким образом. И вот этот микрофонщик заснул. И самолет Пауэрса улетел, на следующий день все это посыпалось. Так вот, расформировали всю часть. Командира полка отдали под суд. Это помимо того, что полетели все остальные выше. А расформирование части, вы представляете, что это происходит? Что это такое? Это когда вот знамя, часть лишается по халатности и так далее. То есть это позорище, и был серьезный разбор полетов. Сейчас же это позорище вдвойне, потому что нечем объяснить, что произошло. Такой бардак в стране, что верховный главнокомандующий на второй день не может получить отчета, а что же это было. Кстати сказать, я, как всегда, заходил в шестую палату. Вчера с особым интересом замерял там температуру. И это у Скоробеевой. Я сознательно употребляю эту фамилию. Скоробеева. Так вот, там есть полковник Ходоренок. Это один из немногих здравомыслящих людей, реальных профессионалов там. Я не знаю, по какой цели, по каким причинам его там держат, но чтобы вообще не походил, не было это действо похоже на какой-то скотный двор, как свежий глоток здравого смысла там в его лице присутствует. Так вот, первый вопрос он задал: а где же виновные? Где движение этих летательных аппаратов, якобы украинских, от украинской территории или вообще откуда-то там, в принципе? Нет их. Это позорище. Ну и, казалось бы, ястребы в России, главные борцуны за русский мир требовали дать им карт-бланш. Из Кремля послышалось, что это Украина. Теперь мы ответим со всей, мздя наша будет ужасная. Тут же проснулся или привели его в чувство Дмитрий Медведев, который сказал, что надо физически устранять Зеленского. То есть после сегодняшнего теракта вариантов не осталось, написал он или кто-то за него в его аккаунте в Твиттере. Прокремлевский военный корреспондент Коц с места событий, это он вещал с Донбасса, заявил, что мало теперь наносить удар по центрам принятия решений в Киеве, нужно лично каждого устранять среди тех лиц, которые принимают решения. Ну и Рогозин, известный
плясун на батуте сказал, что единственный шанс теперь остановить российское наступление, то есть украинское наступление, это применение тактического ядерного оружия. Других вариантов нет. Вот за этим-то, я вчера высказывал эту мысль, вот за этой фразой и было устроено это действо, собственно говоря. Ну и дальше, по нарастающему все пошло. Американское посольство сделало заявление, призвало своих граждан, особенно в Киеве, проявлять особую бдительность и связала это вот с этим событием, инцидентом или этой операцией с летающими аппаратами и так далее. Прошел день, наступил вечер, и я зашел в 6-ю палату. То есть до этого ситуация нагнеталась, типа «ща мы покажем Кузькину мать, и наша мстя будет ужасной». Я вам сразу высказал свое соображение, что лично Владимиру Александровичу ничего не угрожает, поскольку он окружен лицами, которые в Москве рассматриваются как пятую колонну, а их трогать нельзя. И вот, захожу я в эту 6-ю палату к мадам Скоробеевой, и там царят совсем другие настроения. Есть там женераль один, отставной, который проходил по уголовному делу во время службы за то, что из 2 военнослужащих сделал фактически рабов и сдал их на работу или в наем своему начальнику. Они там пахали на него как рабы год там или 1,5, проходя по фиктивным документам. Это тот самый, который вот, то есть с лицом забулдыги, пропойцы, с лица которого можно в любое время суток, у меня такое впечатление, выдавить минимум 1 стакан водки или самогона, кому что нравится. И он особенно самый буйный там сейчас. А здесь же вот рассказали о том, что случилось с этими летательными аппаратами, предоставляет ему слово, наверное, ожидая, что сейчас он покажет Кузькину мать. Он так как золотая рыбка вильнул хвостиком и уплыл совсем в другую тему. Он начал рассказывать, как важна для России сейчас Арктика и как Россия вместе с Китаем будет там сотрудничать. Ну, надо поднимать порты наши, надо восстанавливать наши военные объекты на Чукотке, включая мыс Шмидта и так далее. Вот. То есть он совсем забыл уже об этом и так далее. Есть там еще одно полезное ископаемое, которое всю свою жизнь пробивался, карьеру делал. Бывший главный редактор независимой газеты по фамилии Третьяков. Такой божий одуванчик, похожий на мумию. По-моему, не в себе. Такое впечатление, вот его накануне заводят, и он бормочет что-то на заданную тему, заданный текст. Но всегда свистит вот туда, куда надо. В таком уже не то что преклонном. Он вообще вызывает вопрос, дееспособен ли он. Тем не менее, он, по-моему, декан факультета в журналистике какого-то или тележурналистики МГУ. Так вот, он сказал что-то страшное. Он высказал сомнение, вернее, даже не сомнение, он высказал уверенность в том, что эти 2 летательных украинских аппарата не имели цель совершения террористического акта против Путина. То есть это прозвучало как потрясение в студии, как гром среди ясного неба. Кремль заявил, что это террор против Путина, уже пообещал страшными карами, и тут какой-то божий одуванчик вот говорит, да нет, конечно, это ерунда, ну какой там, это, ну да, то есть это была угроза, ну имеется в виду с точки зрения престижа государства и так далее, да, это нехорошо, но это не на покушение на Путина. Дальше больше. Появляется там Ходоренок, полковник, который живописует ужасающую картину, в результате которой становится известно, то есть раскрывается самая страшная, одна из самых страшных тайн Мордора. Полковник, бывший генерального штаба, рассказывает, как была защищена Москва до прихода Путина.
Даже в 90-е это осталось. В Советском Союзе это присутствовало. То есть там было, по его, если я не ошибаюсь в цифрах, где-то 28 полков ПВО вокруг Москвы. Сейчас осталось то ли в 4, то ли в 5 раз меньше. Плюс, эти все полки были приспособлены и нацелены на борьбу с целями в виде крылатых и баллистических ракет. Такие, как одномоторные самолеты типа «Руста», а также вот эти мопеды в форме дронов, они никак этой системой не отражаются. То есть вот так вот в пылу беседы я вдруг осознал, вот я сижу, резидент военной разведки Соединенных Штатов Америки или любой другой страны, недружественной в Вашингтоне, в Москве, я сижу, и вдруг я понимаю, что я становлюсь причастен к раскрытию одной из величайших тайн Мордора. Оказывается, зад-то ничем не прикрыт, и голова тоже. То есть системы противовоздушной обороны вокруг Москвы существенной, даже существенной, вообще рабочей нет. Она открыта вообще для удара возмездия. И это откровение, господа. Это меняет всю картину в агрессии России против Украины. Это открывает, то есть дает новые возможности для того, что для борьбы с Мордором. Значит, это первое. Второе. Кадарёнок подчеркнул, что то есть то, что он рассказал, это оказывается полная неуправляемость государства. Если главнокомандующий не может получить ответ в течение 2 дней о том, как это и произошло и как они сюда залетели, значит, боржоми все. Это бесполезно. Да и даже хирургическое вмешательство вряд ли поможет, потому что для того, чтобы знать, что делать, как решать проблему, надо понять, а в чем проблема. А вот неизвестно в чем. То есть то ли вся система на слом, тогда нечего решать, то ли там конкретное подразделение по пути якобы следования этих беспилотных аппаратов. Тогда надо наказывать, разгонять, переформатировать. Ну и полная бездеятельность. Вот сколько же эти негодяи, я имею в виду вот эта путинская команда, сколько они все списывали, а до него Ельцин, сколько списывали все на Горбачева. Но Горбачев при всем том, за 3 года до развала Советского Союза он топнул ногой, ударил кулаком, и полетели головы, включая министра обороны. А вот это, извините за выражение, плешивая сопля, который корчила из себя 20 лет мачо-мена, он ничего не может сделать. Это полный провал. Дальше, значит, обсуждают перспективы наступления. То есть с этим уже все, покончили, уже забыли, как со страшным сном, съехали. Уже как-то так Украина вроде бы то ли причастна, то ли не причастна, и непонятно, кто вообще причастен. И уже разговор о том, что надо мстить, и наша мстя будет ужасной, нету. Переключается на предстоящее наступление ВСУ, и тут полная растерянность и обреченность. Один из военных корреспондентов вещает с Донбасса о том, что вот-вот в голосе у него звучит обреченность. Вот через несколько дней все оно просохнет, и вот это все рванет на нас. И что мы можем сделать, трудно сказать. То есть он не говорит, что мы можем сделать. У него в голосе полное непонимание и обреченность ожидания. Но тот уже не выдержал и вмешался генерал-лейтенант Бужинский. Это один из немногих людей, он фактически не вояка, он военный дипломат, он специалист в военно-стратегических проблемах, ядерных вооружениях. Он присутствовал на переговорах с американцами по сокращению стратегических вооружений еще во времена Советского Союза. В общем, интеллигент, дипломат военный. Но, видно, оторвался.
И, значит, он рассказывает свое видение наступления с высоты своего образования, Академии, видимо, Генштаба, что там надо для наступления второй эшелон, надо третий эшелон, ну, как учили после Второй мировой войны. А их нету якобы, поэтому вооруженные силы Украины не получат долгожданного прорыва, успеха, и его тут же срезает журналист ВГТРК, какой-то депутат из Московской думы, который разбивает этого генерал-лейтенанта в пух и прах. А он, видимо, практик. Он ему рассказывает, что советские генералы, а потом вся плеяда российских генералов после развала Советского Союза, они всегда готовились к прошлым войнам. И поэтому они всегда проигрывали настоящие войны. И сейчас их ждет то же самое, что в настоящее время с учетом той тренировки, которую получили в ВСУ, совсем по другим канонам и стандартам, с той техникой, уже можно обойтись и второго, и без третьего эшелона, и ничего хорошего не грозит. И тут происходит второе откровение. То есть первое, я вам сказал, важнейшая информация особой важности. Ну, первое – это полный развал управляемости в стране, когда Путин боится призвать к ответственности и уволить вот тех, кто это допустил. А допустил, знаете, как у нас в армии говорили в свое время? А вдруг бы ты вез ящик с гранатами, и он бы взорвался, так и тут. А вдруг там бы была бы ядерная боеголовка на этом аппарате? То есть надо снимать головы, надо рвать погоны. Тут полная неспособность Путина, боязнь это сделать. Он боится это сделать, иначе может вообще все лишиться. Сидит как мышь перед своими генералами. Второе – это отсутствие реальной системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Величайшее открытие. Величайшее открытие. Ну и третье – потрясающее откровение. Его уже выдал этот супруг, или как там его называют, Скоробеевой, депутат Государственной Думы. Он поведал о том, что... То есть он раскрыл тайну замысла путинской агрессии против Украины. Это краткая и очень простая, и мы с вами его обсуждали. Ввести войска, поставить под контроль какую-то, хотя бы временно, какую-то территорию, потом пригрозить тактическим ядерным оружием и прочертить красные линии. Что если перейдете, вот, зайдете туда, то мы тактическое ядерное оружие. И теперь что он говорит? Речь об этом, о красных линиях и тактическом ядерном оружии, это дискредитирующие себя, дискредитованные тезисы. То есть тезисы, которые были дискредитированы властью. Это говорит, то есть вы вдумайтесь, это говорит пропагандистский холоп, обвиняя своего работодателя в том, что он дал ему тезисы, тот их разогнал, а потом оказалось, что на самом деле нет ни этих красных линий, ни желания, ни возможности применить ядерное оружие. То есть это, во-первых, это бунт холопа против начальника. Прямо на большом экране, на всю Россию. А во-вторых, это, в общем, сдернута пелена, сдернута завеса. То есть полная расшифровка главного козыря. Главный козырь во всей этой путинской кампании – это полный блеф. Но когда блеф раскрывается, все, король остается не просто плешивым, он остается еще с голым задом. Вот такие откровения, господа, последовали к вечеру вчерашнего дня. Ну, а сегодня мы все услышали, что за это, да, Украина это уже так. То есть, если бы действительно Украина, если есть доказательства, надо продемонстрировать, но что-то там надо делать. Реально, пригрозили же. Кстати, единственное, что сделали, это разогнали по соцсетям фальшивку по поводу того, что там
Ту-22 или Ту-95 уже стоят с ядерными боезарядами на борту. Это максимум, на что были способны что-то сделать. Ну, чирикнули, мяукнули. Как это классик писал, от него злодейства ожидали, а он чижика или воробушка съел. Ну, а сегодня вообще, то есть забыли про Украину, потому что отвечать вроде бы надо, а как ты ответишь, если оказалось, что это блеф? Ну и вообще, мы уже говорили с вами по поводу ядерного оружия. Одно дело топать ножкой, а другое дело его применять. И сегодня откровение. За всем этим стоит, оказывается, Вашингтон. То есть не просто дал добро, а он еще и дал цель. То есть это Вашингтон конкретно дал указание ВСУ совершить это злодейство в отношении Кремля. Ну, может быть, даже, хотя об этом уже не говорилось, что убить Путина, но, то есть операция была задумана, санкционирована, и цель указана из Вашингтона. Ну, добрый путь. С Вашингтона, вы хотите с Вашингтоном играть в эти игры, ну, играйтесь дальше. То есть смысл хода Кремля. Если бы это Украина, тогда надо страшно мстить за покушение на самого Путина. А если Вашингтон, то сами понимаете, Вашингтон, там целая НАТО, мы одна страна, поэтому слишком высокие ставки. То есть это был уже откат назад. Откат назад. Ну и не случайно, значит, этот откат произошел, потому что тут же я сегодня же с утра прочитал материал в одной из местных американских газет, основанный на интервью с одним из российских солдат, который остался жив и чудом убрался восвояси с территории Украины. Вот он рассказал, как их в составе 500 человек мобилизовали, и 2 месяца, как сказал Путин, их якобы должны были тщательно готовить. То есть мы знаем, как готовились солдаты ВСУ, вот эти штурмовые бригады, корпуса, которые сейчас вот готовы или заканчивают последнее приготовление к наступлению. А россияне, то есть мордорианцы, они готовились так. С утра приезжал, они где-то нашли грузовик «Газель», они ездили в местное сельпо, закупали водку, сигареты и мясо и керосинили. И так беспробудно продолжалось 2 месяца. За это время никто из них даже, вот, говорит, ни разу даже выстрела не произвел. После этого их загрузили, отправили в Украину. Несколько дней боев, обратно из 500 вернулись 9. Вот такая вот там ситуация. И несмотря на то, что, может быть, там командиры военные не докладывают, но об этом, я уверен, докладывают эти военные корреспонденты, которые у них каждый день. Там раньше у них шайбы такие были, что в экран не помещались в самом начале операции. Сейчас они все каждым днем все более изящные и усохшие. Сегодня появилась очень интересная мысль в отношении того, что произошло вот с этими с летательными аппаратами. И поставил их один из журналистов Wall Street Journal, эту мысль. И поддержал ее генерал Ходжес. Я вам сейчас ее сформулирую. Не пугайтесь, сейчас мы ее разберем. Корреспондент Wall Street Journal пишет: я не знаю, в чем дело, почему люди не могут принять тот факт, что это Украина запустила эти аппараты. То есть мысль его состояла в том, что почему Украине не признать, что да, это я сделала, и что вы мне сделаете в ответ? Знаете, такую постановку вопроса. При этом он отмечает, мы же знаем удары по Энгельсу, и не один, мы знаем удары по базам в Крыму, то есть по Энгельсу там даже территория, расстояние было больше и дальше, чем до Москвы. То есть у ВСУ были реальные возможности это сделать. И
Тут они ссылаются на высказывания военных украинских, официальных лиц о том, что вся территория Украины, то России должна быть открыта для наших ударов, потому что они агрессоры, они совершают военные преступления, и мы должны отвечать соответствующим образом. И мы с вами говорили о том, что необходимо наносить удар по центрам логистики, ну а также, возможно, и по центрам принятия решения. Потому что кто у нас главный командующий агрессора? Это лицо, которое объявлено то есть официально ему предъявлено обвинение в совершении чудовищного преступления против человечности. И я не знаю, вот надо следующий шаг сделать, нужно его объявить в розыск через Интерпол. Вот надо как-то изыскать такую возможность, чтобы совсем прикрепить это клеймо. И генерал Ходжес по этому поводу говорит, сейчас я вам скажу, что он говорит. Я надеюсь, что это был удар со стороны Украины. Это право Украины защищать себя. Нытье Кремля всякий раз, когда вооруженные ВСУ наносят по ним удар, как-то не очень сочетается с их бравурными заявлениями, когда они бомбят. То есть, если они бомбят, бьют по гражданскому населению, убивают женщин, детей, то в чем проблема нанести ответный удар по тому, который это все организовал, который по горло в крови. С другой стороны, он высказывает мнение, а возможно, это сделали сами Russians. И мнение высказывает. Ну, допустим, кому это выгодно? Пригожину, который давно и ожесточенно ведет борьбу с руководством вооруженных сил Российской Федерации. Ну, сейчас давайте пройдемся быстренько по Патрушеву, потому что он здесь важен. Тут он, Ходжес не назвал фамилию Патрушева, а я бы вот ее назвал. Назвал, потому что я считаю, что после Пригожина это второй человек, который имел все основания запустить это дело. Причем у него же есть опыт богатейший. Вспомним 99 год, накануне выборов Путина, в результате которых он пришел к власти, когда там они взрывали дома своих российских соплеменников и погребли под этими завалами этих домов десятки, там больше сотни, по-моему, в общем количестве было жертв. Поэтому, что им там пару аппаратиков запустить? А вот Патрушев, он накануне отличился программной статьей. Он регулярно, время от времени напоминает о своем существовании путем интервью российской газете. И вот мне один из моих зрителей прислал эту ссылку на интервью и попросил обратить внимание. Я обратил внимание, прочитал, но я вам скажу, это вот мысль, это докладная записка мелкого провинциального опера КГБ, который возомнил себя стратегом. Причем тут важно понимать, это мелкий и провинциальный. Ну, откуда-нибудь там из Мухосранска, да, капитан, старший лейтенант госбезопасности, который пишет о проблемах национальной безопасности страны. Это вот этот уровень. Но чтобы поняли, что это за уровень, я вам просто несколько пассажей. Значит, во-первых, он рассказывает, как ужасно со свободой слова в Соединенных Штатах Америки. За последний год, согласно его информации, а он курирует все спецслужбы России. Более 800 американских журналистов было арестовано за то, что они осмелились сказать правду. Более 800. Вот так вот, господа. Не хухры-мухры. Ну и еще одна очень важная мысль, чрезвычайно. Он очень надеется, есть у него такая информация, что вулкан в заповеднике Йеллоустоун, Соединенных Штатов Америки, вот он должен вот-вот извергнуться.
И если это произойдет, это будет в 1000 раз более мощным, чем все вот предыдущие извержения вулканов за последние годы. И это грозит похоронить под лавой все Соединенные Штаты Америки, поэтому американцы многие уже, значит, некоторые уезжают из страны поспешно, а правительство сейчас вот ведет вот эту ужасную политику против России, хочет ее победить для того, чтобы потом американцы могли перебраться на место жительства в Сибирь, на просторы Российской Федерации, потому что когда начнется извержение Йеллоустоун, самое безопасное место на Земле – это будет Сибирь. Тоже вспоминается эта самая журналистка из Телеграф, которая комментирует вот эти откровения. Она вспоминает, что где-то, по-моему, в году 2006 в одном из таких же интервью Патрушев рассказывал, что тогдашняя госсекретарь США Марлен Олбрайт имела целью, то есть план у нее такой был, захватить, Америка должна захватить Сибирь, видимо, с той же целью. И откуда информация эта шла? Ну, наверное, некоторые из вас знают, я другим не напомню. При президенте Ельцине была конторка в кремлевской администрации, где занимались там во главе с генералом ФСБ по фамилии Рогозин. Я не уверен, что он имеет какое отношение к нынешнему прыгуну, танцору на батуте. Но вот такая фамилия. И вот они всевозможные паранормальные явления исследовали. И в ходе одного из этих исследований они, как говорил этот Рогозин, я сам читал эти откровения в то время, они вскрыли и проникнули в подсознание Мадлен Олбрайт. И когда журналист, потрясенный, которому Рогозин это все рассказывал, он вскрикнул: «И что же вы там увидели?» И генерал Рогозин говорит: «Мы увидели ненависть к России». Вот такие люди работали в той администрации, ну, до Путина, и, наверное, такие же работают сейчас. Короче говоря, я прочитал еще, и главная мысль, это же, этого человека, соловиный помет, кстати, он же мудрый прихлебатель, он знает, перед кем прогибаться. Он, как-то, я помню, назвал его нашим Сократом. То есть это мозг путинского режима. И вот если это такой мозг, то что же это за режим такой будет? И как же с этим делом, значит, решать эти все вопросы? Вот что, значит, мы имеем на сегодняшний день. А в это время газета «Сан» публикует интервью с бывшим аналитиком ЦРУ, как он здесь презентуется, Полом Гоблом, в котором он рассказывает о перспективах Российской Федерации в ближайшее будущее. Развал, дезинтеграция по примеру Югославии, распад на части, но гораздо более сложный, драматический, кровавый процесс, потому что эта страна большая, много там, гораздо больше враждующих группировок, ну и плюс наличие ядерного оружия. Вот что мы, господа, имеем в настоящий момент. Я сейчас подведу резюме, как это. То есть я чувствую, что вот этот день вчерашний, особенно сегодняшний, это был очень напряженный день для всех аналитиков западных посольств, которые работают в Москве. То есть это такой букет стратегических откровений, который обнаружил фактически полную несостоятельность путинского режима, этого Мордора, его никчемность, его бесперспективность и убогость. Но это не значит, конечно, что надо расслабляться, потому что при таком состоянии мозга и ума, когда такие надежды на извержение вулкана в Йеллоустоун, который объясняет
враждебную политику Соединенных Штатов к России, стремление при помощи кровавых рук ВСУ нанести поражение этой Российской Федерации, чтобы потом американцы спокойно могли перебраться в Сибирь и там переждать взрыв извержения вулкана Йеллоустоун. Итак, подведу итоги. Что я лично узнал и что я буду помнить долго, оценивая все предстоящие события. Путин фактически утратил контроль не только над генералами, то есть, да, над генералами, несмотря на то, что он использовал Пригожина как Цербера для того, чтобы прищучивать этих генералов. Кстати, в ходе этих же прений, то ли вчера к вечеру, то ли сегодня, Пригожин сказал, что это история по поводу покушения при помощи дронов на Путина. Говорит, это несерьезно, к нам перестанут серьезно относиться. Ну и действительно, уже перестали. Уже перестали. Так вот, полная утрата управляемости, а как нам неоднократно говорили лучшие аналитики военные в Соединенных Штатах, главное, что обеспечит победу в предстоящем наступлении или поражение, это наличие или отсутствие хорошей управляемости войсками. Так вот, в России ее фактически нет. Все катится само по себе. Второе. Сердце Мордора раскрыто, открыто для ответного удара возмездия. И нет уже ничего, нет у них ни времени, ни сил, ни возможности решить этот вопрос. И вот здесь бы, так, по-хорошему, хорошо бы Соединенные Штаты Америки дали бы то оружие, но по большому счету, учитывая то, что говорилось уже официально, я очень подозреваю, что такое оружие уже есть, и мы о нем с ним говорили. Те ракеты, которые запускаются с самолетов и которые могут лететь от 500 до 1000 километров. Это оружие возмездия, которое более маленькое государство, жертва агрессии, должно иметь для того, чтобы ответить агрессору, наглому, гораздо более крупному агрессору, на те зверства, которые он вытворяет. Следующее. Да, вот эти все зарисовки, эти унылые рожи военных ястребов в путинском окружении, ястребов режима, военных корреспондентов, они являются красноречивым, самой лучшей иллюстрацией того, в каком же состоянии находятся российские вооруженные силы накануне ожидаемого наступления. Ну и самое большое откровение. План провалился, все пропало. Планировали зайти, задвинуть войска, потом сказать, мы применим ядерную бомбу, и вот вам красная линия вокруг тех территорий, которые мы объявили своими. Все. Это все себя дискредитировало. И на это, как признают главные холопы Кремля, мир, они понимают уже, что никто на это не обращает никакого внимания. И с этим, дорогие друзья, как обычно, слава Украине, ее вооруженным силам, враг будет разбит, и победа будет за нами. Мордор будет разрушен до основания, когда этого был разрушен Карфаген. Вам, дорогие друзья, уверенности в нашей неизбежной победе. Берегите себя, мы должны до нее дожить, потому что после этого мы должны будем решить вопрос на втором внутреннем фронте. После того, что Украина прошла, еще предстоит ей пройти, она достойна блестящего будущего и победы на обоих фронтах. До новых скорых встреч, дорогие друзья!